У алкоголя есть три базовые функции. Первое – изменение состояния сознания. Алкоголь снижает контроль эго, ослабляет цензуру сознания, повышает внушаемость и облегчает вход в трансовые пограничные состояния. Это дешевый и грубый психоактив. Именно поэтому он так массово встроился в обрядность. Второе – жертва или откуп. Алкоголь – это продукт времени, брожения, трансформации, человеческого труда. Поэтому он идеально ложится в логику дара. Отдается духом то, что проходит путь изменения. Отсюда вино, медовуха, пиво, крепкий алкоголь. Он играет роль платы за помощь, энергии благодарности, материального эквивалента жертвы, ну или еды для низших духов, сущностей и мертвяков. И третье – это медиатор между мирами. Алкоголь во многих традициях – жидкий огонь и эфир. Горит, изменяет форму, быстро испаряется. Символ перехода между мирами, между уровнями. Это делает его символически близким духам, мертвым, языческим богам и предкам. Особенно это характерно для традиций, работавших не с высокими силами, а с духами земли, мест, кладбищ, перекрестков. Высокие духовные системы, ангельская магия, каббала, теургия, алкоголь как подношение практически не используют. Алкоголь как дар или откуп приобретается за нал, сдачи не берется, и только хорошего качества. Или то, чтобы вы сами выпили. Балтика девятка или еще какая-нибудь помойная ссанина тут не подходят. Важно запомнить, дары или откупы не пробуются вами. Выпивать вместе с различными силами за успех проделанной работы нельзя. Ни при каком случае. Они предназначаются не для питья, а для передачи. Выливается на землю, оставляются на перекрестке, ставится как дар и не трогается. Когда его начинают делить с духами, это уже не традиция, а опасное самовольство. Почему именно алкоголь нравится духам в низовых традициях? Потому что он дает сильный энергетический выброс, связан с человеческими страстями и легко впитывается тонкими сущностями. Какие существуют опасности употребления алкоголя во время обрядов? Алкоголь создает иллюзию силы, но на деле снижается критическое мышление и воля. Что очень важно для мага. Усиливаются фантазии, иллюзии. Алкоголь размывает дисциплину, концентрацию и память ритуала. А вот без воли магия превращается в театр. Важно, имеется высокий риск подсела. Алкоголь привлекает низшие сущности, формирует паразитические связи и истощает энергетику. Есть духи или бесы, которым выгодно, чтобы маг пил регулярно. Духам не нужен твой контроль, им нужна энергия, а алкоголь делает человека максимально открытым. Алкоголь и вещества в магии – это жертвенный материал, а не инструмент силы и не способ усилить способности через употребление. В высоких путях он, наоборот, считается загрязняющим и понижающим вибрации. Как средство для мага почти всегда вред и деградация канала. У всего имеется мера, и ее важно знать. Особенно, если вы занимаетесь эзотерикой. С вами был Богдан Дарк. До встречи, мои дорогие.